Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня видео я начну с объявления очередного конкурса на розыгрыш вот таких замечательных силиконовых молдов. С помощью этих молдов можно делать лепестки и листья для цветов. Их можно применять не только в флористике, но и в декупаже. Мы сегодня поработаем с вами одним из этих молдов, задекорируем замечательную фоторамку, вы увидите, как это работает. К конкурсу условия те же, вы должны быть подписанным на канал Колыбель искусства, оставлять свои лайки обязательно и комментарии. Чем больше будет комментариев, тем больше шанс вас выиграть замечательные молды, которые так необходимы в работе. Комментарии, напоминаю, должны быть оставлены именно под этим видео. Не под всеми видео, которые есть на канале, а именно под этим. Потому что выбирается победитель автоматически и просто невозможно сразу по всем видео выбирать участника. Поэтому если вы хотите участвовать в розыгрыше, оставляйте комментарии под этим видео. К сегодняшнему видеоуроку мы задекорируем с вами, украсим фоторамку с помощью меловых красок, объемных элементов, поработаем с молдами, о которых я уже говорила вам, ну и замечательно проведем время, я надеюсь. Все материалы, которые мы будем использовать сегодня на видеоуроке, будут ниже в описании, обращайте на это внимание. Так, сейчас я буду использовать рамку, она не деревянная, это скорее всего пластик под дерево. Я ее буду закрывать краской, грунтовать я ее не буду, потому что, во-первых, это не дерево, во-вторых, тут уже нанесены какие-то краски, лаки. Буду работать меловыми красками, они совершенно спокойно ложатся. Если бы это изделие использовалось на улице, на кухне, в ванной комнате, там, где часто подвергается влаге, да, испытанию влагой поверхность, тогда да, надо наносить грунт, чтобы перестраховаться, чтобы наверняка знать, что ничего с ним не случится. В случае с фоторамкой, которая будет стоять в комнате, я считаю, что это уже будет лишним. В этом случае, если бы это было открытое дерево, тогда безусловно его надо защитить, пропитать. В этом случае совершенно не обязательно. Но для того, чтобы лучше ложилась краска, я пройдусь сейчас средней жесткости наждачной бумагой. Немного собью глянец. Выбираю темный цвет краски, такой глубокий серый, даже черный, глубокий серый, что-то такое. В общем, темную краску. Сбалтываем обязательно меловую краску и будем использовать, буду чуть-чуть старить ее, технику, как шабишик мы используем, да, свеча, краски и немножечко ее состарим. Так, сейчас я высушу, покрою с обратной стороны и еще раз вторым слоем краски. Рамка высохла, покрыта темной краской, и сейчас, как обычно, используем свечу и наносим воск именно в те места, где мы хотим видеть активные потертости. Сейчас надо убрать вот крупинки. Да, крупиночки должны быть убраны. Возьмем для этого кисточку. Убираем лишний воск с помощью сухой кисти. После чего беру белую краску и покрываю всю поверхность. Сейчас высушу и покрою сзади также белой краской. Рамка хорошо высохла.
Сейчас мы берем два вида наждачной бумаги. Одна более жесткая, не очень жесткая, но чуть-чуть больше среднего, да, такая. А вторая совсем легкой жесткости. Не та, которая шлифуется, у нее есть все-таки, да, такая жесткость, но не очень сильная. Давить не надо сейчас, просто легонько, это пластик, помним, да, это не дерево, поэтому здесь работать надо особенно аккуратно, совсем легко. Проходимся по тем местам, в первую очередь, где мы наносили воск. Так, останавливаться необходимо тогда, когда вы считаете, что этого достаточно. Вот вам нравится такое количество потертости, нравится такой эффект, и остановились на этом. Пыль хорошо. Сейчас мы будем наносить лак. Перед тем, как наносить лак, необходимо убрать всю пыль очень-очень тщательно, чтобы нигде никаких соринок не было. Лак я буду использовать матовый сегодня. И покрываем рамку. Так, сейчас высохнет, и я покрою с обратной стороны. Рамка покрыта лаком и высыхает, мы оставляем ее в покое. Сейчас мы сделаем объемные элементы с помощью глины, а именно сделаем розы и листики. Листики будем делать с молдами, которые участвуют в розыгрыше. Не забывайте об этом. Смотрите, этими молдами можно работать в двух вариантах. Двойной, то есть придавливаем второй половиной крышечкой. И получаем хороший оттиск. Снимаем. Вот получается красивый оттиск лепестка. Можно работать отдельно. Будут у вас более выпуклые и углубленные листочки. Сейчас покажу. Все лишнее, если вам не нравится, можно сразу убрать. Да, если неровные получились края, сразу это легко делается. Ну и таким образом продолжаем. Как вам нравится, работаете двумя сразу или по одному, это уже по вашему выбору. Как вам удобнее, так и поступайте. Видите, неровные края получились, но это даже хорошо. Мне это даже больше нравится. Такой естественный лепесток получится, он высохнет. Будет такой легкий. Более естественно будет выглядеть. Ну, розы я не буду вам показывать. Мы с вами их делали уже очень-очень много. Принцип тот же. Вот видите, как с помощью двойных, да, молдов, если два сразу использовать, как быстро и легко получается у вас выпуклый, красивый, с прожилками листик. Работать одно удовольствие. Поэтому не забывайте, принимайте участие в нашем розыгрыше, в нашей акции. И вы обязательно эти замечательные двойные силиконовые молды получите совершенно бесплатно. От вас требуется совсем немного. Так, ну листиков мне сегодня достаточно.
Сейчас я все уберу и будем украшать поверхность нашей фоторамки. Так, рамка у нас высохла. Прекрасные потертости. Если вы хотите меньше, больше белого оставить, пожалуйста, менее активно работайте наждачной бумагой, и у вас будут более белые элементы. Ну вот как с обратной стороны, да. Здесь я меньше прошлась, и здесь более белые. Здесь, ну, мне больше нравится так. Если вы хотите посмотреть, вы еще не видели видео, где мы применяли технику шабишик, стиль шабишик. Это шкатулка в стиле шабишик, и у нас есть панно в стиле шабишик. Вернитесь к этим мастер-классам, просмотрите. Там также мы делали объемные элементы, украшали поверхность, делали потертости. Пожалуйста, возвращайтесь, смотрите. К сегодняшнему дню. Сейчас мы будем украшать поверхность. Для этого используем, как обычно, строительный клей ПВА. Так, композиция выложена. Какая она будет, насколько объемная, это опять-таки от вашего вкуса и желания. В домашних условиях, дома оставляем, особенно объемные эти все композиции, да, пусть это все хорошо высохнет, склеится, схватится, и только после этого начинайте наносить краску. Я не буду ждать полного высыхания, приступим сейчас, да, к нанесению краски. Так как в формате видеоурока это невозможно сделать, ждать, пока все высохнет. Буду использовать меловые краски. Меловые краски замечательны, потому что они все пастельных оттенков, они спокойные, потом подходят к этим всем винтажным делам, винтажным стилям. И подбирайте, хотите полностью покройте в один цвет, хотите поиграйтесь с цветами. Я немного поиграюсь. Посмотрите, если вам понравится, пожалуйста, используйте такой же стиль окрашивания. Я не буду полностью покрывать, забивать краской, да, вот как-то частично, легко. Вот где просматривается, где я хочу добавить цвет, я там его и наношу. Подошел к завершению сегодняшний видеоурок. В результате получилась вот такая красивая винтажная рама, да, была такая серенькая, неинтересная, а получился какой красивый эффект, да, благодаря и потертостям, благодаря работе с полимерной глиной, с красками. Все, по-моему, очень замечательно сочетается, великолепно украшает. И мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже было интересно, и вы что-то подчеркнете для себя, для своих работ. Мои дорогие рукодельницы, напоминаю, что на нашем канале проходит очередная акция. Мы будем разыгрывать в этот раз молды, силиконовые молды. Они очень широки в применении. В частности, сегодня вот работали и создали такие замечательные листья для нашей работы, поэтому будьте активны. От вас требуется совсем немного: быть подписанным на канал Колыбель искусства, оставлять свои лайки, комментарии, и чем больше комментариев вы оставите, чем более активными вы будете, тем больше шансов у вас выиграть эти прекрасные молды. Как всегда, победителя будет 3 человека. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до скорых встреч. И давайте творить вместе.
Не забывайте подписываться на канал Колыбель искусства в любом случае. Впереди вас ждет очень-очень много интересного. Оставляйте свои лайки и комментарии. Это помогает развиваться мне и моему каналу. Всем добра, до новых встреч!